Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. И это видео будет разбор обновлений и вещей, которые происходят в игре Rise of Kingdoms, которые происходят в Lilith. Потому что за последнее время эти ребята начали делать просто какие-то невероятные шаги вперед. И ведущая игра Rise of Kingdoms, ведущая в мобильном гейминге среди мобильных стратегий в реальном времени, сейчас получила еще одну вариацию в виде Age of Kita. Это, в принципе, похожий проект, но со своими определенными нововведениями. Сейчас мы на него взглянем. Но нас, как игроков Rise of Kingdoms, пока, конечно же, волнуют больше те вещи, которые происходят внутри Rise of Kingdoms. И в этом видео я вам тоже расскажу несколько вещей, несколько инсайдов, которые дают нам понять, что игра процветает, игра растет только вперед и привлекает все больше новых игроков и поддерживает интерес у игроков, которые уже играют в Rise of Kingdoms. Всем хорошего настроения, ставим лайкоса и поехали! Начну это видео, конечно же, с вещей, с классных вещей, которые произойдут в Rise of Kingdoms в ближайшее время. И начнем с главной новости, которая шокировала, по моему мнению, все игровое сообщество игры Rise of Kingdoms. В хорошем смысле этого слова, это то, что нам пообещали сделать вот прям просто так в поздравительном видео к дню рождения Rise of Kingdoms. Пообещали нам сделать ПК-версию этой игры. И я, честно говоря, немного, в ахуе, давайте скажем честно, русским языком, потому что, во-первых, игра, естественно, топовая. Давайте быть объективными, на сегодняшний день нет проектов. Есть близкие проекты, есть хорошие проекты среди мобильных стратегий, но нет проектов даже рядом стоящих, грубо говоря, с игрой Rise of Kingdoms по боевой механике. Нет такого контроля войск. Lilith Game сделали лучшую стратегию, она современная стратегия, то есть это действительно то, что соответствует нашему темпу развития, там, я не знаю, всего, технологий, игр и всего прочего. Есть классные проекты, они выходят, вот буквально недавно вышел «Властелин колец», все его так ждали. Я посмотрел, красивая игра в вот этом мире «Властелина колец», она действительно очень крутая, к примеру. Вот, но я зашел в нее, поиграл, совершенно другая стратегия. Это что-то, что похоже на то, что делают, постоянно. То есть постоянно выходят какие-то игры, и это стратегии, и они похожи. Они линейные, они скучные, нет фана боевого вообще. Rise of Kingdoms это другой уровень, и этот уровень они держат. И плюсом к этому на трехлетие игры Rise of Kingdoms разработчики предлагают нам немножечко подождать и получить ПК-версию. Я честно в шоке. Я не знаю, как другие, но, играть за компьютером намного круче. Может быть, это отпечаток того, что я стример, и я привык играть на компьютере, проводя стримы, записывая видосы, но скажу так, что когда я не стримлю, я все равно играю на компьютере больше. Естественно, когда мне хочется там поваляться, либо просто не быть привязанным там к компьютеру, могу на диване просто взять планшет, телефон и поиграть, но мне не классно играть, честно. Когда у меня есть возможность, когда у меня есть желание, я даже в офлайн режиме от Ютуба просто сажусь за компьютер и играю в Rise of Kingdoms. Намного круче играть за компом. Это первое. Второе. Проблема оптимизации в андроида. То есть проблемы эмуляторов, они действительно существуют. Очень много лагов, очень много проблем. Возможно, я не могу точно сказать, но, скорее всего, к этому и подталкивает разработчика то, чтобы сделать ПК-версию, это то, чтобы, уйти от этих лагов, чтобы не было проблем с оптимизацией на эмуляторы. Даже на мобильных устройствах много лагов, всего прочего. Возможно, когда будет полноценный клиент для ПК-версии, просто мощь компьютера, то есть будет все вытягивать ровненько по самой игре, и уже будет вопрос только в лагах серверов. Но опять же, может быть, на ПК-версии это будет работать лучше. Надеюсь, что это произойдет именно так. Но пока это просто шоковая, топовая информация. Ребята, в ближайшее время ждем уже полноценный какой-то анонс, когда же выйдет ПК-версия игры Rise of Kingdoms на компьютер. Я думаю, что нас
Это действительно очень сильно обрадует, когда это появится, когда мы это увидим. Давайте дальше. Следующие новости, связанные, опять же, с пасхалочками, которые нам закидывали во время празднования дня рождения Rise of Kingdoms. Эту картиночку мы уже с вами смотрели, но я в этом видео хотел бы уже, так скажем, подтвердить какими-то источниками неизвестными, то, что эти вещи случатся в игре, и эти вещи появятся в ближайшее время. Первое. Давайте начнем, конечно же, с кораблей. Как я и говорил ранее, Харальд с Лисусинем играют у нас кораблики, и это не то, что сейчас проходит ивент, да, к дню рождения, и там есть какие-то символики корабликов. Нет, дорогие друзья. Какой-то режим игровой будет связан с морскими битвами. Это уже подтвержденная информация, это будет 100%. В ближайшее время, думаю, что появится больше информации, но на сегодняшний день это подтверждено, это 100% то, что придет в игру. То есть не какой-то символизм, так скажем, в каких-то ивентах, а именно какие-то механики, связанные с морскими сражениями. Это точно. Далее переходим к центру. Это карта, на которую смотрят у нас герои. И это новые карты Олимпии. И это тоже подтвержденная информация. Как вы знаете, недавно мы играли Кубок Рок-Звезд по Олимпии. Провели его очень классно среди ютуберов. Наша команда с Денисом заняла даже третье место, да, чуть-чуть мы не смогли выйти в финал побороться. Вот, потом второе место у нас заняли игрушки. К сожалению, Культ занял только четвертое место, но 3 русских команды отыграли в Олимпии на Рок-Звездах очень круто, показав, так скажем, наш статус. Новые карты будут. То есть, опять же, вот здесь в пасхалочке было то, что в ближайшее время появятся новые карты. Она не похожа на ту Олимпию, которая есть сейчас. И это, опять же, подтвержденная информация. Мы ждем обновления Олимпии. То есть ее недавно допилили. Она работает намного стабильнее. И сейчас к нам придут новые карты. И это очень классно, что у нас будет вариация выбрать ту или иную карту. Возможно, будут какие-то немножечко разные режимы игровые в этих картах. Возможно, просто будет другая, так скажем, обстановка местности, но, тем не менее, это интересно и это круто. И давайте перейдем к третьей информации, и она очень сильно порадует, и будет интересно любителям Ковчега Осириса, а точнее Лиги Осириса. Как вы видите, у нас драконий копейщик, жаря кукурузки, держит у себя в руке кубок. И этот кубок — это кошечка, кисочка с Лиги Осириса, за которую, так скажем, борются у нас команды. И это не просто так, это не простой символизм, опять же, это чуть больше глубже, чуть более глубоко. Вот эта вот статуя, внимательно, все, кто играют в Лиге Осириса, вот эта статуя будет присылаться победителям Лиги Осириса. То есть сейчас команды, которые участвуют в Лиге Осириса, побеждают, они получают медали. Реальные физические медали. И это очень классно. Например, вот я знаю, что Володька Минздрав, мой братан, коллега по Ютубу, он просто горит тем, чтобы получить эту медаль. Он очень хочет. Ему очень нравится само мероприятие, да, Лига Осириса. И хочется просто чисто символически для себя вот, ну, сделать эту ачивочку. Здесь сейчас будет больше. Сейчас я не знаю, каким командам. Я не знаю, может быть, это только отдельным участникам. Может быть, капитаном команды. Может быть, всей команде, которая победила. Сейчас в награду за Лигу Осириса, то есть за победу в Лиге Осириса, будут присылать кубок. Вот эта статуя, которая стоит у нас рядом с местом, где появляется ковчег Осириса на Лиге Осириса. Вот эта статуя кошки, которую держит в руках у себя драконий копейщик, будут присылать победителям. Каким? То есть, может быть, суперкубок, может быть, опять же, повторюсь, капитаны команд, не знаю. Но, короче, за Осириса, за Лигу Осириса можно будет получить вот этот кубок. И это очень классно, это очень символично. На этом мы с вами давайте закончим по Rise of Kingdoms. И как я обещал, поговорим немножечко о другом проекте. В этом видео я покажу, как выглядит новый проект игры. Не игры, разработчика Lilith. Это игра Age of Kita, которая действительно, ну, похожа на Rise, но имеет определенное отличие. Просто для обзорчика сейчас покажу.
Age of Keto — новый проект от Elite Game, и я хочу сказать, что это не единственный проект, который сейчас делается. В этом видео хочу просто немножко показать, что она себя представляет. На самом деле геймплей очень похож на Rise of Kingdoms, но я думаю, что любителям именно вот этой тематики, здесь что-то связанное с будущим, эта игра зайдет. Тонко разбираться не будем. Во-первых, нет у меня пока времени и желания там как-то еще на одну игру распылять свое время. И второй момент — это то, что игра только на английском, и я, соответственно, по-английски практически не разговариваю и читаю очень мало. Поэтому какие-то тонкости рассматривать мы в этом видео не будем. Посмотрим просто на геймплей, посмотрим на определенные отличия, которые действительно есть по сравнению с Rise of Kingdoms. Ну и в целом, возможно, вам будет интересно перед глобальным релизом все-таки увидеть, что она из себя хотя бы визуально вот так представляет. Начнем с того, что это какое-то будущее, те же самые, так скажем, замки стоят, та же самая карта, ну, по крайней мере, очень похоже. С самого начала начинаем разведывать туман, соответственно, альянсы и все прочее, но есть определенные отличия. Во-первых, самое интересное, вот что меня действительно заинтересовало, это все-таки у нас построение командиров. То есть здесь у нас, выбирая, например, какой-то отряд, да, для того, чтобы вывести его в бой, как в Rise of Kingdoms, мы используем не 2 командиров, а 3. Какие роли они исполняют, опять же, в это я сильно не вдавался, но вот так вот наглядно могу вам показать, что для построения, для армии мы используем аж 3 командиров, что делает игру очень интересной с точки зрения того, как они будут использовать свои скиллы. Здесь будет гораздо более, наверное, интересная система построения вашего отряда, потому что, ну, скиллы должны работать синергично, должны друг другу не мешать, и в целом система навыков, ну, наверное, будет более интересной. Опять же, это только пока мои предположения. То есть для вывода вот таким образом мы выбираем уже 3 командиров, выводим их из замка, и они уже идут у нас в бой с нашим соперником, либо же нейтральными юнитами. Также у нас существует система постройки зданий. Уровней здесь по 30, то есть если в Rise of Kingdoms у нас 25 уровень здания, это максимальный. Вот здесь смотрим, давайте скажем так, на замок, да, на главное здание. У нас 30 уровней, то есть прокачка будет происходить иначе. Не факт, что это будет намного сложнее, потому что возможно, ценник и время для построения зданий будет меньше, например, сопоставим с 25 уровнем в игре Rise of Kingdoms. Это еще одно отличие. Другое отличие, которое в целом сразу видно, это система VIP, которая у нас имеет не 18 уровней, как в игре Rise of Kingdoms, а, по-моему, аж 25, если я не ошибаюсь. Сейчас мы до последнего уровня прокатаем вот так вот, да. И здесь у нас 25 левелов VIP уровня. Но при этом есть еще одно отличие. Это то, что пополнение VIP уровня у нас дешевле. То есть у нас, к примеру, 1000 VIP будет стоить 500 кристаллов. То есть не 1000, как в игре Rise of Kingdoms, а всего лишь 500. Соответственно, вот эти 25 уровней, в принципе, близки к показателю там 17-18 уровня в игре Rise of Kingdoms. Но именно по прокачке. Далее, по армиям. То есть, также у нас здесь есть 4 вида войск. Пока я, опять же, в них сильно не разбирался. Есть просто люди, есть у нас какие-то летающие объекты. Вот так вот они выглядят. Есть у нас роботы. Выглядят они вот так. И есть у нас, я даже не знаю, что это такое, какие-то трактора, Скорпион, не знаю, но это типа, наверное, осадных вещей, осадных орудий в игре Rise of Kingdoms, насколько они будут применимы. Кстати, если здесь лучше, так скажем, сделают именно использование вот этих вот орудий,
сопоставимых с таранами в игре Rise of Kingdoms, то это будет интересно, потому что, ну, давайте скажем так, четвертый профиль в игре Rise of Kingdoms, он у нас такой. То есть сейчас недавно стал использоваться там для дефа, потому что под определенных командиров можно закидывать солянку, и эффективности от них, естественно, не так меньше, чем от профиля, но, тем не менее, можно использовать. Ну и собираем ресурсы. Больше применения пока к телегам, ну, вообще нет в игре Rise of Kingdoms. Здесь, если это раскроется, то будет интересно. Далее, еще по юнитам. По юнитам здесь немножечко другая система, то есть есть отличия, не 5 тиров, а если мы зайдем вот сюда в информацию, у нас есть аж 9 левелов. Ну, я так понимаю, что это как бы есть 9 тиров, но возможно, они какие-то с промежуточными. То есть, возможно, они так же, как VIP, да, здесь 25 уровней VIP, но по, так скажем, усилению они, возможно, идут с промежутком, и к девятому, давайте скажем так, к девятому левелу, да, вы выходите, возможно, с такими же затратами, с таким же временем, сопоставим, как в игре Rise of Kingdoms, потому что другие могут оказаться просто промежуточными. Меняют они свой вид, то есть, вот, например, это у нас первый левел, это третий левел, а вот это у нас уже пятый левел. То есть, если смотрим на девятый, это у нас выглядит вот так. То есть, визуалочка тоже здесь по юнитам, так скажем, отличается, что там минимальный первый левел, что девятый. Еще очень интересная вещь, которую я заметил, это когда я атакую каких-либо юнитов нейтральных, да, на карте. Здесь также есть поиск. По ресурсам, как вы видите, все у нас сопоставимо с игрой, то есть здесь есть еда, есть какая-то энергия, здесь какие-то еще материалы, то есть там еда, дерево, камень, голда и, скорее всего, самоцвет. Примерно то же самое здесь и будет. Пока у меня открыто 3 вида ресурсов плюс самоцвет. Ну, возможно, просто четвертый еще не открыт. Может быть, конечно, есть какие-то отличия по ресурсам. Что касается атаки. Здесь написано, какие юниты. То есть, вот смотрите, если, например, выбрать, давайте по поиску вот этого вот, ну, вот этого типа, к примеру, 6-го левела, да, сделать на него атаку, собрать на него армию, собираем армию, выставляем просто 3 рандомных командиров и выбираем вот здесь вот внизу, видите, да, левел 1 Warrior, 1600. То есть Warrior это как раз таки вот эти роботы. У нас написано, где есть кнопка атаки, Lake или Victory. Ну, это типа удачная, я так понимаю, атака. Ну, то есть, типа, вы их убьете. Если поменять нам войска, не знаю, покажет ли сейчас именно на примере этого юнита и на этой прокачке, да, то есть я немножко тут покачался. Если нам поменять войска, к примеру, на вот этих вот, на людей, то, смотрите, риск атак, то есть рискованная атака. Получается так, что даже на нейтральных юнитах есть разница, какими вы войсками их атакуете. В Rise of Kingdoms тоже в определенных мероприятиях ПВЕ есть разница, какими вы юнитами атакуете, грубо говоря, ПВЕ юнита. Но там немножечко, ну, все, там просто есть либо удачная атака, либо неудачная, либо есть риск, либо близкая, либо вы их просто разнесете в хлам. Здесь же я прям проверил. То есть, если я таким же количеством юнитов, да, например, отправляю с риском, вот давайте отправим на ПВЕ, разницы большой нет. То есть, прокачка аккаунта еще, в принципе, нулевая. То я как бы разматываю, то есть, вот сейчас я разматываю, но при меньшей загрузке, когда у меня еще меньше брал войск с собой вот этот командир, например, людьми я разматывал, да, то есть там была типа удачная атака, а вот, например, теми же самыми там летучими средствами, либо вот этими роботами я не разматывал. То есть, соответственно, здесь есть какая-то механика. И она действительно заставляет тоньше думать, что же, грубо говоря, будет происходить, если вы используете того или иного юнита. Я не думаю, что это зависимость юнитов по профилю командира, как в игре Rise of Kingdoms. Здесь пока еще немножечко все с командирами не ясно, по крайней мере. Ну, я с английским точно не буду разбираться, пока Global версия не выйдет. Либо же прям вот, ну, если не выйдет, прям не появится мне какой-то бешеный интерес, да, прям начать играть в эту игру.
Я не думаю, что связано это именно как раз-таки с профилем командиров, потому что, ну, не было такой разницы даже в Rise of Kingdoms. Если вы там в начальных стадиях бьете шестого варвара, вы бьете его любыми войсками. У вас есть Т1, там, кони, луки, тараны. Ну, не тараны, там, кони, луки, пехи, да. Про таран не будем говорить. У вас есть какой-то командир, там, ну, без разницы даже, там, давайте, Мартел. И он и с конями, грубо говоря, протащит все это дело и убьет этого варвара. Здесь немножечко по-другому происходит. Вот чисто вот первое впечатление, действительно, по профилю юнитов есть разница. Далее, по прокачке командиров. Здесь у нас какая-то немножечко иная тоже система. Есть у нас какие-то вот тут вот типа таланты, либо не таланты. Прокачиваются они за какую-то эссенцию. Плюсом также у нас есть повышение уровня. То есть, как и в Rise of Kingdoms, левела командира. Также есть прокачка его навыков. То есть у нас есть навыки, и мы их за вот эти карточки, ну, сопоставим там с головами в игре Rise of Kingdoms, да, универсальными или для командира, мы его прокачиваем. Но здесь есть еще вот эта тема, которая пока мне, ну, точно с моей возможностью переводить и желанием разбираться, пока не ясна. То есть с командирами здесь немножечко все иначе. По ивентам, то есть по ивентам также у нас расписаны дни. И это вот прям идет какой-то первый ивент, как и в Rise, когда вы начинаете только играть. Покупочки, предложения сопоставимы по ценам, по-моему, с игрой Rise of Kingdoms. Опять же, сильно в это не вдавался. Ну, то есть по ивентам похоже. Есть у нас и ивенты по типу SMP, я здесь заметил. Думаю, что будут и рулетки. Есть какие-то вообще, блин, ивенты. Ну, короче, по ивентам много чего, очень много похожего. По донату примерно то же самое. Есть стартовые командиры. Это у нас, я так понимаю, Минамото полетел, да, вот это вот Instant Legendary Hero Амалия. Это вот типа Минамото. И как бы по командирам, давайте посмотрим. В целом их здесь достаточно много. По командирам много. У меня не все открыты. Так, Ал. Давайте легендарий. Легендарий у меня пока 0. А как посмотреть всех командиров? Легендарных я вообще не вижу. Вот только те, которые у меня открыты. Но где-то, значит, можно посмотреть и всех командиров. Потом еще одна интересная вещь. Может быть, я немножко неправильно понимаю. Есть чаты. Вот есть глобальный чат, да. Есть чат коалиции. Есть коалиция notification. Ну, типа, еще какой-то дополнительный чат. Ну, коалиции. Это третий чат. У нас обычно... Ну, такого не было. У нас в игре Rise of Kingdoms, если это не КВК, то у нас просто чат Альянса, да, глобальный чат, ну и остальное ваша личка. В КВК появляется еще один чат. Здесь какой-то еще один чат. Я так понимаю, что, возможно, это просто логи того, кто присоединяется, логи того, кто выходит. Либо же это еще какая-то более сложная система коалиций. То есть, как у нас, например, в героическом гимне, да, в КВК присутствует в Райзе система коалиции. Возможно, здесь тоже что-то подобное. Ну, опять же, это вот пока только так навскидочку, первый мой взгляд. Короче, наверное, все. Больше я вам ничего про эту игру пока рассказывать не буду, потому что, ну, не ориентируюсь я в ней настолько, и пока желания прям сильно ориентироваться у меня нет. Но игра выглядит неплохо. Игра для любителей, вот, наверное, такой атмосфера, выглядит хорошо. Прикольно прорисованы здания. Естественно, Райс мне ближе. То есть история цивилизации, вот эта вся тема, она, ну, как бы мне намного ближе. Очень классно, красиво нарисован. Вроде бы как бы и исторически как бы красиво, вроде чуть-чуть немножечко и вот так мультяшненько в Райзе, да, ну, есть такое чуть-чуть. Но в целом прям вот общая картина крутая, она мне намного ближе. Но я думаю, что для любителей данного, вот данной тематики, да, вот это тоже сделано очень круто. Но самое-то главное, это то, что полностью весь контроль войск. Сразу, кстати, видите, здесь есть билды. Ну, то есть, все, что в Райзе допиливали, доделали классно, здесь, в принципе, есть. Не с мертвой точки они стартовали. Вот, то есть, все это есть у нас тут, и перемещение полные войск тоже также присутствует. То есть, если мы хотим вывести отряд, если мы хотим куда-то напасть, вот, например, сюда,
То есть, если мы хотим отойти, то есть полностью весь контроль, также будут полностью выделяться все войска. Ну, то есть весь контроль полностью, вот, механика контроля войск, она такая же. То есть разницы нет. Система ралли есть, система дефа есть, то есть это все очень близко к Райзу. На этом буду заканчивать. Ждем глобальную версию, чтобы уже в ней поковыряться с большим интересом. Всем хорошего настроения. Думаю, что Лилит покажут нам в ближайшее время еще кое-какие проекты. У меня есть на это определенные взгляды. И я считаю, что они очень классно развиваются. Благодарен им за именно такое качество игр. На этом буду заканчивать. Ставьте лайкос, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.